Шри-Ланку я прилетел не один. Знакомьтесь, это Аня. Привет. Многие спрашивали, ты точно с ней не спишь? Кто хочет отдохнуть на Шри-Ланке, разыгрываем тур на двоих. На этом острове сотни нелегальных шахт по добыче драгоценных камней. Самый дорогой камень стоил $40 тысяч. Узнай, как можно выиграть драгоценный камень. Мы реально нашли или ты его подкинул? Вы познакомитесь с совладельцем крупнейшей компании по полетам на воздушных шарах. У меня 18 шаров стоимостью 100 тысяч евро каждый. Ежегодно со Шри-Ланки экспортируют 305 миллионов тонн чая, а люди работают за $2 в день. Девушки, окей, go, take it. Ну что, пошли, друзья? Как это чудо появилось в моей жизни. В двух словах. В июне прошлого года я разместил пост в Фейсбуке, что я ищу ассистента. И Аня мне написала. Да, я написала «Доброе утро». Увидела пост, что ты ищешь помощницу. Это еще актуально? Глядя на Аню, я сильно сомневался, что она справится. Потому что, ну посмотрите на нее, блондинка, да еще с голубыми глазами. Да еще и натуральная. Первые 6 месяцев между нами ничего не было. Но многие спрашивали, ты точно с ней не спишь? Я была с Андреем на связи 24/7. После знакомства с ним моя жизнь кардинально поменялась. И я поняла с ним, что нет ничего невозможного. В самые сложные моменты она была со мной. И в один момент мы стали кем-то больше, чем просто руководитель и ассистент. Вы скажете, отношения на работе заводить неправильно, и вы будете правы. Но мы вместе, и нам хорошо. После этого мы сразу сядем в машину и поедем вглубь острова Цейлон. Мы увидим шахту, где добывают сапфиры, и попробуем добыть. И, друзья, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Потому что, честно, я это делаю для вас и от всей души. Шри-Ланка без преувеличения остров сокровищ, а именно сапфиров, кварца, рубинов, серендипа, граната. Эти камни иногда можно просто найти под ногами, но если заниматься этим всерьез, то приходится копать и достаточно глубоко. Шаг за шагом Нулака расскажет нам, как их добывать. Поехали! Нулака по меркам Шри-Ланки считается богачом, хотя его ежемесячный доход всего $5000. Таких, как он, на острове всего 8%. Остальные зарабатывают около $200 в месяц. Сейчас я переоделся как простой рабочий, и шаг за шагом мы попробуем добыть сапфира. Окей? Первый шаг – залезть в шахту, которую постоянно затапливают грунтовые воды, и набрать земли. Здесь шахты копают вручную, удерживают их деревянные балки, а из мер безопасности только старые веревки. Теперь нужно помолиться, чтобы найти красивые большие камни. Это обязательно. Дальше землю нужно вымыть в реке, чтобы в корзине остались только камни. Друзья, Нулак, это как и я, любит бегать. И мы решили вместе пробежаться и рассказать вам несколько фактов с его жизни. Какой самый дорогой сапфир ты продал за все время этого бизнеса? Самый дорогой камень, который я когда-либо продавал, стоил $40 тысяч. Купил я его за 35 тысяч. Итого только на одном камне я заработал $5000. Расскажи топ-3 ошибки в своем бизнесе. Такие фэкап истории.
Первый факап — это когда я купил камень, а он оказался не настоящим. Я заплатил за него $5000 и потерял их. Вторая история — это когда я продал камень другу стоимостью $3000. Он обещал выслать деньги через неделю, но так и не сделал это. Потом я узнал, что он обанкротился, и я потерял эти деньги. Но я приобрел опыт за эти 3000. И еще была история. Я потерял камень за $3500 и до сих пор не знаю, где и как. Can you help me? Yes. What we can see here? Друзья, мы нашли. Мы реально нашли, или ты его подкинул? Неважно, нашли вы камень или нет, все равно за все нужно платить. Стоимость его $200 после огранки. Сейчас за $30 мы его покупаем. Анечка, давай деньги. Кто узнает, что это за камень, а он реально стоит $200, друзья, тому мы подарим этот камень. Первый, кто напишет под комментарием и поставит лайк и подпишется на наш канал. 1000, 2000. Jarod, thank you. Thank you very much. How to say tutti? Tutti, tutti. А мы идем дальше. What is your name? Джемал? Джемал. Когда Джемал находит камень, что он получает? У меня работает 10 человек-шахтеров. Это очень тяжелый труд. Если кто-то из них находит камень, то после его продажи третью часть заработка мы отдаем шахтерам. Если в какой-то из дней шахтеры не находят камень, их зарплата — это $4 в день. Следующим нашим героем будет Будда, который объединил сотни тысяч людей вокруг себя и благодаря которому одному человеку появилась целая религия. Звали его Сиддхартха, он жил в 6 столетии до нашей эры. Это был принц, у которого было все – богатство, влияние, и он отказался ради поиска собственного «я», ради поиска просветления. И когда он его нашел, то тогда за ним пошли люди. В чем суть? Суть в том, чтобы отказаться от желаний, от алчности, от похоти, от гнева и страха и направить всю эту энергию на совершенствование, на получение опыта в жизни. В этом и смысл жизни, по его словам. Мне это очень близко стало по душе. А что вы об этом думаете? Поделитесь, пожалуйста, видео. А мы идем дальше. Друзья, мы находимся на чайной плантации Гирагама. Каждый год с Цейлона выезжает более 305 миллионов килограммов чая в более чем 145 стран. Например, на этой чайной плантации около 40 женщин выходят каждое утро и собирают чай и относят его на фабрику. Мы посмотрим поэтапно, как они это делают. Девушки, окей, girl, take it. Ну что, пошли, друзья? Чай в Цейлоне появился в 1824 году, когда его привезли с Китая. В этом же году построили фабрику, и в этом же году он попал на первую лондонскую биржу. Тамильские женщины собирают около 25 килограмм чая ежедневно, а за это они всего лишь получают $2 в день. Для того, чтобы собрать около 450 грамм готового чая, нужно сделать несколько десятков тысяч движений по срыванию листочков. И для того, чтобы получить 450 грамм, нужно собрать вот таких листьев 4 килограмма. Каждый вечер мы пьем цейлонский чай, мы пьем чай Липтон благодаря таким женщинам, как она. И не так легко это дается, как мы видим на самом деле. Я хочу вам сказать от всей души спасибо, что вы были с нами, и пожелать вам лучшей жизни. Счастливо! Сегодня мы нашли владельца воздушных шаров, который приехал с Каппадокии, Турции, и основал здесь бизнес.
Пойдемте летать на воздушном шаре. Скажи, пожалуйста, почему ты делаешь бизнес именно на Шри-Ланке? Почему не на Мальдивах? Воздухоплавание очень зависит от погодных условий. Силы ветра, температуры. Шри-Ланка – одно из немногих на Земле идеальных мест для воздушных шаров. Друзья, сегодня наш день начался с полета на воздушном шаре. Сходило солнце, подо мной была Шри-Ланка. Это был один из лучших моментов на этом острове. Сколько стоит один воздушный шар? Воздушный шар, на котором мы летали, стоит около 100 тысяч евро. Это с учетом его транспортировки. Эти шары мы покупаем в Испании и Англии. You the largest operator in the Turkey? Largest operator in the world? You? Yes. Your company? Yes. Yeah? Why you don't say this? Because it's really interesting. Сколько людей вы возите на воздушных шарах за один год? В этом сезоне мы насчитываем на 1800 пассажиров только на Шри-Ланке. В прошлом году мы только начали развивать этот бизнес на острове и практически ничего не зарабатывали, так как много тратили на его продвижение. Этот сезон более прибыльный. Например, за прошлый месяц мы заработали около 20 тысяч долларов. Мне действительно понравилось полетать на воздушном шаре на восходе солнца, потому что это другая Шри-Ланка, и ее стоит увидеть. До встречи с следующим бизнесменом. Bye. Thank you very much. Thank you. Кто хочет поехать на Шри-Ланку? Друзья, разыгрываем 2 путевки. 4 простых действия для того, чтобы поучаствовать в конкурсе. Быть подписанным на канал, оставить комментарий, что вы будете делать на Шри-Ланке, подписаться на Инстаграм и поделиться в соцсетях этим видео. 8 марта в прямом эфире мы определим победителя. Даты, когда вы летите, вы определяете сами. Погнали! После чайных плантаций мы пришли на чайную фабрику. И девушка по имени Тилини расскажет нам, как шаг за шагом обрабатывают здесь чайные листочки. Зеленый и черный чай отличаются только степенью прожарки, но делают его из одних и тех же листьев. В цехах чай просушивают. Друзья, смотрите, летающий чай. Каждый день мы просушиваем 1350 килограммов листьев. На этом этапе чай должен потерять около половины своей влаги. Машинами еще викторианской эпохи. Листья чая. В этих машинах листья чая обжаривают, и они приобретают свой привычный коричневый цвет. Потом сортируют по размеру, а при помощи наэлектризованных валиков очищают от мусора стеблей, которые сорвали вместе с листьями. Это крупнолистовой чай. Он будет легкий и мягкий на вкус. А вот чем мельче чаинки, тем вкус будет насыщенней и с горчинкой. А сам напиток крепким и бодрящим. Более 2500 килограмм чая. Вы представляете себе? Если взять по килограмму, это по 25 тысяч упаковок чая. Это все для вас. И мы здесь пойдем и купим этот чай. Та-дам! Кто хочет вкусного цейлонского чая? У меня для вас подарок вот эти 10 упаковок. Условия конкурса безумно просты. Быть подписанным на канал Young Business Club, поставить лайк под этим видео и оставить комментарий, как вам выпуск о Цейлоне. До встречи в следующем выпуске, а я пошел пить чай.